Здравствуйте, это Viva Telecom, и мы сегодня познакомим вас наконец-то с цифровой и аналоговой радиостанцией от компании iCom. Называется модель ID52. Работает она в D-Star. Нам прислал подписчик нашего канала именно такую версию. Поэтому в цифре мы проверить ее не сможем, потому что у нас iCom 705 все-таки работает в DV, здесь же D-Star, поэтому цифрового режима коснемся посредственно, но все остальные параметры мы обязательно проверим, потому что эта станция является флагманом линейки любительской компании iCom. До сих пор это самая современная модель у них в 2022 году. Вот долго мы ее ждали. Спасибо Владимиру из Иркутска за предоставленную свою станцию. Сейчас мы рассмотрим ее. Начнем, как обычно, тогда с комплектации. Комплектация у него, скажу, необычная, потому что вообще должна быть батарея, например, 272, у него в комплекте идет батарея 271. Ее сейчас на официальном сайте iCom даже такой нет. То есть емкость у нее 1150 мАч. Перепроверять ее не будем, так как она полностью заряжена. Ну и нет повода сомневаться в данных, указанных компанией iCom. Поэтому возьмем за основу тогда для расчета времени работы именно емкость 1150 мАч. Далее в комплекте идет сетевой адаптер, тоже, видимо, покупал клиент в Японии, поэтому вот такая вилка идет, но адаптер стандартный, BC167S он называется, сразу обратите внимание на ток потребления до 0,5 ампера. К чему я это говорю? У станции есть USB-порт и разъем внешнего питания. Так вот, время заряда примерно будет одинаково, потому что к USB-порту я картинку вам приведу. Ток потребления также составляет около 0,4 ампера. То есть, что внешнее питание, что питание через USB, будет время заряда примерно одно и то же. Далее в комплекте идет вот такая клипса и ремешок на руку. Ну и набор документации. Здесь опять же у него инструкция идет на японском языке, чисто даже английского нет. Поэтому вот комплектация такая. Теперь по поводу габаритов, да, давайте сравним тогда вот с нашей тоже любительской станцией IC-T70 и коснемся антенны портативной, которая также в комплекте идет. То есть стакана зарядного в комплекте не идет, только адаптер. Антенна абсолютно такая же, двухдиапазонная, как и с T70 шла. Называется она FAS270G. Вообще у iCom из двухдиапазонок на любительские станции они ставят в основном данные антенны, они не настраиваемые. Насколько я помню, по обзору этой станции она по характеристикам не очень, эта антенна. Но сейчас еще раз проверим тогда именно ту, которая идет в комплекте с ID52, посмотрим ее параметры тоже. Так, теперь по техническим характеристикам давайте сразу я пройдусь. То есть у станции 5 Вт выходной мощности. Работает она изначально, кстати, на передачу только в любительских диапазонах 144-148 и 430-440, вне зависимости от версий, то есть европейская и американская, ограничена передача этими диапазонами. Но станция раскрывается, единственное, раскрывается она аппаратно. То есть нужно добраться до платы с клавиатурой и там убрать два диода. Мы попробуем эту станцию открыть, наверное, но это будет отдельный ролик, если мы, то есть с клиентом договоримся все-таки станцию вскрывать, и поэтому если будем это делать, то отдельный ролик по этому делу снимем.
По поводу частот. Станция работает от 108 до 479 МГц на прием. К сожалению, да, это уже, чем конкурент от Yasu, FT5DR, например, ту же самую. То есть она не принимает ни CB-диапазон, ни КВ-диапазон. Но в 108-136 у нее есть амплитудная модуляция. То есть она полноценно принимает авиадиапазон. Соответственно, также она может работать и на UHF, авиа, так называемый военный авиационный диапазон, там, где работают спутники Сатком, то есть 255 МГц она принимает. Мы тоже это проверим, какая чувствительность у нее. Далее, также она принимает, естественно, широковещательные станции 88, 108 МГц в FM-модуляции широкополосной. Ну все, давайте теперь по конструкции я тогда сниму отдельный модуль и начнем проверять характеристики. Станция имеет усеченную клавиатуру, что мне, кстати, не очень нравится. Могли бы здесь, в принципе, разместить и полноценную, то есть как делает Hytera, например, между клавишами располагают прорези динамика и полноценную клавиатуру размещают на передней панели для сохранения габаритов станции. Да? Микрофон. Дисплей большой, цветной, но не сенсорный. Разрешение у него 320 на 280. Но вы увидите, что достаточно качественно все сделано, то есть никаких проблем. Сверху давайте начнем тогда. Встроенная GPS антенна. Также станция обладает встроенным Bluetooth еще модулем. SMA розетка, что хорошо на антенном разъеме стоит. Вот такой вот сдвоенный волкодер. Верхняя навигация, нижнее кольцо — это регулировка громкости и шумодава, насколько я помню. Но сейчас включим, посмотрим. Так, теперь слева, да, у нас расположена кнопка передачи пластиковая. Далее следующая кнопка — это кнопка регулировки порога шумоподавления. Далее отдельная кнопка включения питания и слот для установки microSD карты. Здесь microSD может быть использован не только для сохранения данных QSO и, скажем, канальных данных, да, ну то есть через бэкап можно станцию программировать как и FT5DR, то есть сохранить на SD-карте, данные далее подключиться к компьютеру, изменить данные и опять же залить бэкап в станцию. То есть есть отдельный ролик по FT5DR, как это делается, у ICOM есть такая же поддержка. И это очень хорошо. Также на SD-карту можно записывать и переговоры. Теперь с этой стороны у нас получается с правой также под резиновыми заглушками, так как станция у нас обладает влагозащитой IPX7, то есть ее можно погружать в воду до 1 метра глубиной на время до 30 минут. Расположен разъем стандартный айкомовский, кстати, без фиксации, то есть как у аналоговых станций, например, F16 были разъемы стандартные. И под второй заглушечкой у нас расположен микро USB порт. Вообще-то 2022 год на дворе. Почему микро USB, а не Type-C? Он используется для передачи данных и также он используется для зарядки. И ниже у нас есть разъем цилиндрический для подключения внешнего питания. Опять же хочу поругаться, станция свежая, но зачем-то поставили порт именно микро USB, а не USB-C, что несколько огорчает. Сзади отверстие под темляк и батарея снимается двумя фиксаторами. Клипса крепится к самой батарее. Все, по конструкции в принципе все. Теперь к управлению перейдем.
Управление. Смотрите, отдельной кнопкой включается питание. Я сразу вам покажу, насколько быстро станция грузится. Показывает напряжение на аккумуляторе при загрузке. Как вы видели, полная зарядка. Дальше, смотрите, цветной дисплей. Он у нас не сенсорный, то есть только с кнопок управления. Верхний волкодер меняет частоты в данном случае. Вот видели, да? Смотрите, есть такая проблема иногда. Этот вот регулятор достаточно маленький, и если им чуть побольше, или пальцы, если у вас большие, то возможно дополнительная регулировка громкости. То есть вот нижний волкодер отвечает за громкость, и она иногда срабатывает. Мне кажется, даже она иногда срабатывает, когда я просто чуть сильнее нажимаю на верхний волкодер, и он иногда задевает громкость. Я вот такую неприятную особенность заметил. То есть вы поняли, первая меняет настройки или навигацию, вторая меняет нижнее, большее по размеру кольцо меняет громкость. Далее шумодав. Если кратко нажать, то он полностью открывает шумоподавитель. Если зажать, верхним регулировать, то он у нас позволяет регулировать сам порог шумоподавления. Чувствительность, смотрите, будем проверять на авто, потому что у любительских станций ICOM отлично работает автоматический шумоподавитель, поэтому мы будем именно в автомате работать, потому что мы и сами, допустим, там приемник ICR30 всегда ставили на автомат шумодав, и он справлялся. Поэтому я думаю, что в обычных условиях вы тоже ручным не будете пользоваться, поэтому всю чувствительность и избирательность проверим на автоматическом уровне. Далее, переключение кнопкой Main осуществляется диапазонов. Если нужен один диапазон, то зажимаем надолго кнопку, либо, то есть вот эти нижние надписи работают по длительному нажатию, верхние надписи работают по короткому нажатию. Здесь мы можем менять сразу мегагерцы, то есть так как клавиатура полноценная отсутствует, то нажимая кнопку мы можем сразу перебирать по целой единице мегагерц. Да, тут, кстати, я думал, что можно переместиться сюда в сторону, но увы, то есть только по единице мегагерц, по десяткам ходить нельзя. Так, теперь кнопка Quick. Быстрые настройки вызывает, в том числе, например, выбор шага перестройки частот. Давайте я вам сразу все покажу. То есть 5, 6, 25 для PMR станции есть, 10 килогерц, 12,5, 15, 20, максимально у нас 200, либо авторежим. Теперь, что здесь еще по этой кнопке есть? Вы можете выбрать сразу бенд, чтобы не лазить по 1 МГц, не перестраивать. То есть вот бенды здесь выбираются. Сразу это у нас B-бенд. Если мы переключимся на A-бенд, то здесь будет побольше диапазонов, и соответственно здесь будет авиадиапазон. Давайте я, например, его выберу. Сразу автоматически переключился у нас он на AM модуляцию, то есть он понимает, что это авиадиапазон, и автоматом переключает. Но можно, в принципе, и выбрать вручную FM, если нужно. Кстати, давайте попробуем это сделать на авиадиапазоне, только узкая полоса, либо обычная амплитудная модуляция. То есть здесь вы не выберете. Но смотрите, например, если выбрать диапазон, скажем, саткома, 260, то здесь
Вы можете уже выбирать и FM модуляцию, не только AM. Ну, то есть все зависит от станции. Так ICOM пытается защититься от неправильных действий пользователя, поэтому некоторые возможности ограничиваются. То есть вот, допустим, для 260 можно выбирать амплитудную и частотную модуляцию, а вот для авиадиапазона только амплитудную он позволяет выбрать. Так, смотрим, что еще тут есть. Это работа с дуплексером, я так понимаю, да, либо смещение вниз, либо вверх. Далее сети CSS, DCS выбираются. Давайте я уж пролистаю вам тогда до конца, покажу. Так, все меня выбрасывает. Это мы уже посмотрели. Шаг сетки частот, это аттенюатор, это с DTMF связано на передачу. Так, теперь передача Voice. Так, да, у нас SD-карта не вставлена. GPS, потом выбор домашнего канала. Опять же, мы можем посмотреть напряжение на аккумуляторе. Вот это интересная функция, это скоп-метр. И он, кстати, как ICOM указывает, единственная станция в мире, которая поддерживает на портативке режим водопада. Сейчас мы попробуем это включить. Так, это вот можно здесь по Quick кнопке этой также включить запись сразу переговоров. Можно включить приемник и GPS логирование. Так, давайте займемся тогда бендом, ну, этим скоп-метром. Single Sweep выберем. Вот, видите, он сканирует диапазончик, но водопада я пока не вижу. Видимо, нужно где-то через меню его выбрать. Но сейчас мы этим займемся. Я ни инструкцию не читал, не предварительно со станцией не знакомился особо, поэтому вот будем изучать вместе с вами ее. Давайте я тогда в меню зайду, покажу, что есть у нас в меню. То есть голос, запись, FM-радио, память, карта. Сам ты карта, здесь хранятся данные о связи QSO. Лог. Это у нас настройки с цифровым режимом. Передача картинок, кстати, он может через Bluetooth и смартфон передавать и принимать картинки. GPS функции, ну и основные настройки. Давайте в них тогда зайдем. Посмотрим, что у нас здесь есть. Так, опять же, дуплексер, сканирование, позывной, мои станции, цифровые настройки, настройки голоса. Тут, к сожалению, выбирается только английский либо японский язык. Так, алфавит. Это опять же с озвучкой связано. Скорость и уровень озвучки. Ну, видимо, уровень громкости, да, уровень громкости. Так, давайте отсюда выйдем, тогда посмотрим, что там еще. Функции, давайте я в функции зайду, покажу вам, что здесь есть. Power Save, кстати, он по умолчанию у нас включен, так его тогда и оставим. Так, монитор. Это, видимо, кнопка открытия шумодава, я так понимаю. Так, авторепитер, удаленный микрофон, блокировка клавиш, блокировка кнопки передачи, работа по занятому каналу, ограничение времени работы на передачу, активная полоса. Так, усиление микрофона внутреннего, усиление микрофона внешнего, Vox. Это передача данных. Так, USB Connect, что здесь у нас есть? Либо определяется как последовательный порт, либо только для зарядки USB используется. То есть можно это назначать.
Так, это у нас настройки порта. Каким образом данные будут передаваться. Гетер 1 нормальный или реверсивный. Тут вы можете выбрать тип батареи подключенной. Кстати, ну-ка давайте посмотрим. Да, вот она 271 либо 272 выбирается батарея, либо 307. 307 совместима с IC705, то есть одна единая батарея используется большой емкостью. То есть к этой станции тоже можно подключить. Кстати, по поводу аксессуаров, достаточно, конечно, большое у Айкома производится набор аксессуаров, я вам их продемонстрирую. В том числе есть и увеличенная батарея, и есть кейс под батареей, например, для питания дополнительного. Так, Screen Capture, захват картинки. Так, ну все, в функциях мы прошлись. По дисплею тоже давайте я вам промотаю. Тут, конечно, тоже очень много всего. Подсветка, время подсветки, яркость. Это у нас Dim Screen. Даже не знаю, что это такое. Так, яркость Dim. Так, Background Color. Кстати, смотрите, вы можете выбрать либо вот как по умолчанию сейчас у нас белая подсветка, либо вы можете сделать ее черную. Но, видите, начинает мерцать, поэтому я вернусь на белую, чтобы вас это не беспокоило. Контрастность дисплея – это индикатор ледовский, видимо, выбирается. Так, это у нас, опять же, позывной на приеме, как будет отображаться данные. Так. Далее передача позывного, скорость скроллинга. Кстати, система работает достаточно быстро, никаких проблем с этим нет. Показывает ли вольтаж при включении. Single Band Display. Показывает дату и информацию от GPS. Так, Display Unit. Давайте тоже я вам покажу. Что здесь есть? Так, системный язык, также английский, либо японский. Никаких других языков нет. Так, звуки. Ну, в звуки, наверное, смысла заходить нет. Выбор времени. Ну, или, да, SD-карта. Кстати, вот SD-карта. Загрузить настройки, сохранить настройки. Так, версия, да. Можно экспорт, импорт, открыть картинку для передачи, видимо, так, информация о SD-карте, обновить прошивку, можно отформатировать и извлечь SD-карту. Так, Bluetooth. В Bluetooth у нас, смотрите, он может использоваться и для передачи данных, и для подключения аудиогарнитур. Тоже сейчас это проверять не будем. Есть и фирменные гарнитуры, можно какие-то и сторонние гарнитуры попробовать подключать, но тоже я думаю, что это не особо интересно, поэтому в этом ролике данного не будет. Так, ну и все, можно сбросить заводские установки, можно клонировать и получить информацию о станции. Давайте, например, я покажу вам версию, которая у нас в данный момент на станции. Так. Все, пожалуй, с меню закончим тогда. Что здесь у нас? Естественно, либо работа с частотами напрямую, либо с памятью. Quick я вам показал, это быстрые настройки, да. Далее здесь навигация осуществляется влево-вправо, вперед-назад. Меню вызывается, переключаются режимы модуляции и, соответственно, работа с бендами. Все, остальное, в общем-то, все понятно, да. То есть, ну, управление достаточно обширное или возможности управления, но привыкнуть к этому можно, ко всему, потому что, в общем-то, все управление похоже и на КВ-трансиверы, и на другие станции. То есть, ну, у Айкома, естественно, все
идентичное управление сделали, они молодцы в этом плане. Но хотелось бы, конечно, полноразмерную клавиатуру, чтобы частоты не перебирать по 1 МГц или бенды не выбирать, а чтобы можно было напрямую частоты вводить. Но тут уж придется довольствоваться тем, что есть. Ну все, переходим тогда к измерению мощности данной станции. Ну ты затянул, конечно, с меню, но с другой стороны, нужно ж полное представление иметь уж в подробном обзоре о радиостанции, поэтому оставим все как есть. Работай. Отдельно про бендскоп хочу сказать, или про скоп-метр. Вот как видите, можно включить постоянное сканирование вот этого небольшого диапазончика, но системы водопада я в этой станции не нашел. Видимо, у нас еще старая прошивка. На сайте Айкома сейчас уже есть картинка, я вам приведу, что водопад включается. Здесь же я ни в меню, ни в инструкции не увидел этих настроек, поэтому, видимо, это с обновлением прошивки можно сделать. Но мы, естественно, в станцию не полезем, так как она чужая, ну, в смысле, не наша, не со склада, поэтому клиенту обновлять прошивку самостоятельно мы не будем. Поэтому вот бендскоп работает таким образом. То есть вы можете увидеть активность на близлежащих каналах, но самого водопада не отображается. Так, давайте проверять мощность. Включаю наш измеритель. Вся шкала будет 10 Вт, соответственно, по верхней. Ориентируйтесь. Так, 145 частота у нас ровно. Приближаем. Нажимаем на передачу. Смотрим, что она у нас отобразит. Так, 10 Вт. То есть вот идет верхняя шкала, надписи снизу. Смотрим. Ну, 4,9, да, где-то так мы скажем. Так, 4,9. Теперь выбираем бенд другой. 434 теперь у нас частота. Смотрим на этой частоте. А вот здесь поменьше, ровно 4 Ватта. Ни в каких других диапазонах она на передачу не работает, поэтому вот с измерением мощности закончим. 27 минут. Пора и подписаться. Так, проверяем потребление радиостанции во всех режимах, для того, чтобы вычислить цикл 5590 время работы. Смотрите, 70 микроампер станция потребляет в выключенном состоянии, то есть можете оставлять аккумулятор подключенным, никаких проблем не будет. Сейчас single band включен, то есть частота 434 МГц, все настройки по умолчанию, то есть подсветку дисплея мы отключили, ну то есть она автоматически отключилась, там 10 секунд стоит. Вот в этом режиме станция потребляет в среднем 72 миллиампера в режиме ожидания. Это single band, GPS включен, Bluetooth выключен. 72 миллиампера, ну в принципе нормально, то есть я думал даже больше будет цветной дисплей потреблять. Сейчас мы включим два диапазона сразу слежения за двумя каналами, посмотрим, сколько будет потреблять в этом режиме. Тоже запишу. Так, при работе с двумя каналами потребление составляет 80 миллиампер. Это Dual Watch. Ну, то есть немногим больше, поэтому, в общем-то, на время работы и слежения за двумя каналами особо не повлияет. Принимаем на радиостанцию ICOM IC ID 52 123 45 67 8 9 10. Так, 292 миллиампера она потребляет на полной громкости на прием. Теперь на передачу. Смотрим.
Так, 1275 миллиампер. Это мощность, естественно, полная. Так, ну что, давайте вычислим время потребления тогда, точнее время работы радиостанции в цикле 5-5-90. 5% времени работы на передачу, 5% на прием, 90% режим ожидания. Емкость аккумулятора будем брать 1150 мАч, так как данная батарея BP271 в комплекте. И в итоге получаем на сингл-бенде с потреблением 72 мА в дежурном режиме 14,5 часов в этом цикле 5-5-90. Если дабл бенд будет использоваться, то 13,1 часа. Это, конечно, мало, но смотрите, если на сайте сейчас, кстати, указана батарея стандартная BP272, у которой емкость уже 2000 мАч, типовая емкость. Поэтому, если использовать даже в дабл бенде и эту батарею, которая сейчас должна, по идее, в комплекте быть, да, то тогда 22,9 часа будет в цикле 5-5-90. И тут есть еще возможности поиграться, во-первых, с режимом сохранения батареи, с режимом подсветки дисплея, отключить GPS. Я, правда, не нашел данную возможность, пошарился в меню и так и не нашел, чтобы GPS можно было отключить совсем. Ну, то есть можно поиграться, чуть потребление уменьшить, но все равно достаточно оно большое, конечно, у станции, и заряжать вам ее придется частенько. Переходим к измерению чувствительности. Так, давайте измерять чувствительность. Сначала на 145 МГц проверим. Шумоподавитель стоит в режиме авто. Я уже объяснял почему. Потому что в основном вы и будете использовать режим авто, потому что он работает адекватно на станциях Хайком. И смысла использовать ручной режим нет. Подаем тогда сначала FM-модуляцию, уменьшаем амплитуду, смотрим. Еще раз. Минус 128 dBm, она уже открывается. Отлично. Так, теперь 434. 434, здесь 434, амплитуда, смотрим. Минус 127 dBm, тоже отлично. Так, давайте теперь 255. 255. Да, вот здесь вручную придется повыбирать. Так, 255, 550, да, выберем. Так, тут еще и шаг надо менять, потому что он по 50 мегагерц. Ой, килогерц. Так. 25 я поставлю. Так, 255, 550. 255, 550 мегагерц. Амплитуда. Здесь, я думаю, конечно, чувствительность будет намного хуже, но давайте посмотрим как раз для саткома. Так, FM-модуляция также. Смотрим. Нет, прямо отлично, минус 126 dBm, великолепно. Так, теперь речной давайте диапазон еще проверим, то есть частота аварийная
Так. Канал бедствия, я имею в виду. Так. Видимо, другой диапазон надо выбрать. Вот это неудобно, конечно. Я выбрал 350 мегагерц. Здесь он только до 320 доходит. И все. Поэтому выбираю опять 255 500 и пытаюсь уйти на 300 мегагерц в этом диапазоне. Да, здесь он переходит в этот диапазон. Так, ну в смысле на эти частоты становится. Так, ставлю ровно 30200. Модуляция частотная тоже. Так, 300-200 мегагерц амплитуду. Смотрим. Минус 127 dBm прямо отличная. Она и в речных частотах прекрасно принимает. Так, теперь авиационный диапазон с амплитудной модуляцией, естественно. Давайте поставим ровно 120. Ровно 120. Модуляция амплитудная. Так, здесь 120 мегагерц. АМ. Включаем модуляцию. Меняем амплитуду. Давайте другой рукой, чтобы было виднее. Так, еще разок. Минус 122 dBm. В принципе, тоже неплохо для авиадиапазона. Так, давайте избирательность тогда на 434 мегагерца проверим, то есть на 10 килогерц отступим. Избирательность будем на 434 проверять, так как она актуальна именно для, скажем, городских условий. Да, в основном городские условия лучше использовать верхний диапазон частот, и поэтому проверим сейчас именно 434. Смотрим при отстроении помехи на 10 кГц, насколько быстро или при какой амплитуде станция откроется. Ну вот, минус 67 dBm, да, она открывается. Минус 67 это 33 и 27. 60 единиц получается при 10 килогерцах. Ну, в принципе, все отлично. Приемник здесь супер гетеродинный. Ближайшие помехи вас, естественно, беспокоить с этой станцией не будут. Так, проверяем прием и громкость динамика. Смотрите, будет фиксация максимальных значений громкости. Проверим сейчас, насколько громко и качественно он работает. Принимаем на радиостанцию ICOM ID 52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналоговый режим. Раз, два, три. Передаем с радиостанции ICOM ID 52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аналоговый режим. Так, смотрите, давайте проверим тогда штатную антенну. Я весь диапазон тогда ввел, то есть от 108 до 480 весь экран. Центральная частота 294 МГц. Минимальный КСВ
имеется только на одной частоте. Я сейчас ее подробно посмотрю, ну то есть где-то в районе как раз любительского диапазона, это 145 МГц. Я сейчас именно двоечный диапазон посмотрю, но как видите на 400 самом верху диапазона тоже немного уменьшается он. Сейчас посмотрим подробней. Так, вот у нас двоечный диапазон 135-175. Смотрим. Да, мимо немножко любительского все-таки диапазона, где-то 147, да? 147, 1,31 КСВ, 63,3 сопротивление. Так, давайте я сдвинусь тогда на 145. Здесь уже 2 ровно. Ну, то есть чуть выше любительского диапазона настроено. Ну, давайте в 400 еще я посмотрю тоже. Так, ну и 400, 470 МГц. Как видите, здесь ничего хорошего в этой штатной антенне нет. То есть минималка на самом верху диапазона. 3 ровно КСВ, 16,7 сопротивления. Ну, то есть для 400 МГц, конечно, лучше использовать какую-то другую антенну. Передатчик вы не сожгете, но все-таки потери уже большие с этой антенной будут. Не будет она работать эффективно. Так, ну что, давайте подводить итоги. Кстати, хотел еще показать, как выбор мощности осуществляется. То есть нажимаем вправо и выбираем мощность из 5 уровней. Давайте я верну на хай. Отстроюсь. Так, смотрим. В общем, станция в целом хороша, но недостатков мы и преимуществ у нее тоже достаточно много нашли. Смотрите, начнем с преимуществ тогда. SD-карта ставится в нее и позволяет настройки без покупки кабеля, например, изменять. GPS, кстати, в помещении принят был. Я на улицу станцию не выносил. Далее, ну и переговоры также на SD-карту можно писать. Далее, USB-порт есть, который позволяет заряжать станцию в любых условиях, но плохо то, что он все-таки микро-USB, а не Type-C. Bluetooth встроенный, который позволяет подключать и аудио гарнитуры и передавать данные. IPX7 по влагозащите станция соответствует тоже хорошо. Удобное ПО CS52 оно называется. В фотообзоре есть скриншоты программы. Можно его скачать бесплатно, кстати, с сайта Айкома. И там, в принципе, все легко задается. То есть и частоты, и названия каналов, и цифровые настройки, и аналоговые. То есть программное обеспечение очень функциональное. И за это, естественно, станция получит плюс. Также много разрабатывает Айком дополнительного программного обеспечения, в том числе для передачи картинок, передачи сообщений, подключения через интернет, через репитеры D-Star. Это я, к сожалению, вам продемонстрировать не могу, потому что ни одного репитера D-Star в Краснодаре нет. Соответственно, в эту цифровую часть мы не полезем. Но станция в этом плане весьма и весьма функциональна. Ну и это тоже может служить плюсом, если вы будете ее использовать в местности где-то, где цифровые ретрансляторы D-Star доступны. Далее, теперь по поводу недостатков. Регулятор громкости все-таки иногда задевается при перестройке частот, что нам не очень понравилось. Далее, диапазон приемов все-таки мог бы быть и пошире, и наборов модуляции, например, могло бы быть побольше, да, то есть для нижних диапазонов, там, для КВ, они же делают Айком приемники, например, 30-е, да, которые позволяют принимать и SSB модуляцию, и
работают в диапазоне 1,8, например, МГц. Здесь же ни CB диапазона, ни КВ диапазона нет, хотя могли бы сделать, раз эта станция является флагманом. Далее, потребление все-таки достаточно высокое, поэтому станция будет быстро разряжаться, что тоже не очень хорошо. Ну и вот эта штатная антенна тоже нам не понравилась, потому что, ну, она, во-первых, единственная у Айкома, да, все станции комплектуются, что Т-70 с этой антенной шла, что эта станция идет с ней, что сейчас, кстати, анонсировали они IC-T10, называется станция, там антенна опять это же будет в комплекте. Она, вот как видите, в диапазоне 147 еще нормально работает, в диапазоне 400, не говоря уже о авиадиапазоне, естественно, она там работает неэффективно. Я боялся, что еще будет громкость динамика слабовато, потому что внутренний динамик на 750 милливатт всего, но 118,6 дБ мы получили, все с этим нормально. По чувствительности никаких проблем, все вообще отлично. По мощности тоже, по избирательности тоже все хорошо. То есть в остальном станция никаких претензий не вызывает. Единственное, к управлению, конечно, нужно привыкать, но если вы работали уже с техникой Айком, то проблем тоже с этим делом у вас не будет. Ну, то есть поставлю я станции 4 балла. Ничего такого критически прямо плохого мы в ней не нашли. У кого вопросы по ней есть, задавайте в комментариях, подписывайтесь на канал. Кому видео было полезным, ставьте лайк. Это Vivo Telecom. На этом с данной станцией закончим на сегодня. Всего вам доброго, до свидания.